В этом видео я расскажу о том, почему выкидывает из состояния самадхи, из состояния пробуждения, может ли это вообще быть, что выкинуло из этого состояния, как это ощущается, и как сделать так, чтобы не выкидывало. Я Кириллов Сергей, канал «Предназначение», а теперь более подробно. Когда люди описывают опыт пробуждения, то часто описывают его как что-то, что было с ними. То есть был я, и вот у меня был опыт пробуждения, и дальше они описывают себя вне этого опыта. А большая часть людей, которые называют себя там пробужденными, просветленными, описывают не нахождение, описывают не из этого состояния, а описывают из памяти о том, что вот у них было, вот они помнят, как это все было тогда, и вот дальше начинается длинная лекция. Сейчас я вас научу, как туда попасть, как там быть. И дальше многие дофантазируют о том, что я сейчас нахожусь там, пытаясь вот это состояние по памяти восстановить и воспроизвести. И основная проблема в том, что потеря этого состояния проживания вот этого опыта, самадхи, пробуждения, там, любыми словами там можно назвать, я не очень разбираюсь, оно происходит очень постепенно. И большинство личностей сами не могут это осознать, что они уже не там, что они уже не в моменте, они уже в прошлом и в будущем, они уже описывают или думают о том, как я опишу вот это. Уже вот мыслемешалка завертелась такая. Но помнят, что было иначе, и периодически вот эту вот память возвращают и пытаются эту память описать. Таких очень много. Больше скажу, что очень много, не буду называть сейчас имена, очень много очень известнейших персонажей, скажем так, которые описывают, пишут книги, даже снимают видео не из состояния пробуждения, не из самадхи, а из абсолютно личностного состояния, описывая это по памяти. Но с точки зрения того, кто не имеет такой опыт, тот, кто просто смотрит его описание, слушает о нем, различить достаточно сложно, потому что на уровне слов, даже на уровне какой-то энергии разница практически неуловима. Потому что человек был где-то и описывает это, и его описание этого, оно сильно-сильно совпадает с тем, кто там уже находится. Поэтому тот, кто находится в опыте, тот, кто находится в постоянном присутствии, в моменте, он вот эти нюансы видит. Но тот, кто не находится, для него разницы нет. Но это состояние, оно уловить можно. Тот, кто находится в моменте, и тот, кто описывает то, как он был в моменте. Так вот, что же выкидывает из этого состояния? Из этого состояния выкидывают то, что, мне нравится выражение, программа ума. То есть некие нерешенные задачи, на разных пластах личности, так скажем, на разных уровнях личности, уровнях сознания, там, я не знаю, как угодно можно назвать, но когда где-то что-то не решено, то из состояния пробуждения выкидывает опять в личностное восприятие. Причем выкидывать в личностное восприятие может быть не обязательно сразу. Находишься в опыте, и потом раз и тебя выкинул в личностный, и там прошло сколько-то секунд. Нет, это может длиться месяцами, даже годами. То есть годами человек может находиться в опыте, а потом раз и его выкидывают в личностное, потому что за это время, пока он находился в опыте, вот те нерешенные личностные или индивидуальные, я не знаю, какое слово подбирать, потому что они все неправильные слова, но какое-то же надо как-то говорить. Вообще все индивидуальные нерешенные задачи, они накапливаются, создают, в конце концов, сильное такое напряжение и перетягивают внимание для решения этих задач, для убирания этого напряжения. То та методика, о которой я говорю, она и которую я могу
рассказываю в канале, который соответствует моему опыту, она максимально последовательная. Основное ее преимущество в том, что здесь нет откатов, нет таких вот выкидов назад в личностное состояние, потому что идет мой опыт, он максимально последовательный. То есть он может быть чуть медленнее, но за счет того, что он максимально последовательный, он оказывается самым быстрым. И что происходит, когда человека выкидывает из вот этого состояния, что происходит, как это переживается? Здесь два вида таких вот, я бы разделил, проживания. Первое – это то, что человек помнит о том, что как было, пытается все время это в голове, в сознании воспроизвести, пытается в этот момент попасть опять вот в состояние момента, у него не получается, и он либо уговаривает себя, что все-таки он в состоянии момента, просто он сейчас там вот занят там текущими делами, мыслями там и чем угодно. Либо человек осознает, что он сейчас не в моменте. Он осознает, что несмотря на то, что он помнит об этом состоянии в данный момент, он это состояние не проживает. В данный момент он находится в личностном восприятии мира. И вот в этот момент, когда происходит осознание того, что я нахожусь, я от первого лица буду дальше, я нахожусь в личностном восприятии, происходит такое сильное желание, такое состояние такой тоски по, ну вот мне нравится очень выражение, тоска по Богу, да, тоска по той радости, по тому счастью, которое было, помнится, но отсутствует в данный момент. И эта вот такая вот тоска, это очень тонкое духовное состояние, потому что оно не закрывается никакими понятными и известными внешними действиями. То есть оно не закрывается никакими внешними достижениями, ни какими-то отключениями внимания на что-то еще. Оно такое глубокое, оно присутствует где-то внутри. И попадание в это состояние, вот состояние вот этого момента, состояние проживания, оно возможно, но оно неуправляемо. То есть нельзя личностью, нельзя индивидуальностью вот это состояние воспроизвести, вот так вот скажем. Потому что в этом состоянии сама личность отсутствует. И личность или там индивидуальность, она не может воспроизвести или быть в состоянии, где ее не существует. И поэтому именно вот такая вот в этом состоянии вот личности нет. И взгляд на это состояние из личности, он сам взгляд из личности, он является помехой. Очень трудно это объяснить на словах. Но тех, кого выкидывают из этого состояния, они ощущают такую некую тоску. Ну, тоска по Богу – самое, наверное, правильное ощущение. Попробую еще описать это уход в личностное из состояния опыта чуть-чуть по-другому. Вот представьте себе, что вы маленький ребенок, да, и у вас там есть папа, мама и такая безграничная любовь родителей, да, вы находитесь в состоянии, когда вы полностью зависите от родителей, вы маленький, и родители при этом вас очень любят и оберегают, и заботятся о вас, и ваша задача только просто существовать, заниматься тем, что вам нравится, ваша задача только расти. Вот примерно состояние вот этого маленького ребенка – это состояние, когда вы находитесь в полном доверии к миру, к Богу, к тому, что есть вокруг. То есть это состояние такое ощущение постоянной любви, постоянной радости, постоянной заботы всего, вообще всего, да, всего, что есть. Это вы воспринимаете как то, что есть, оно о вас заботится. И вам хорошо, вы
каждом проявлении, в каждой мелочи чувствуете заботу о себе, и вам как бы легко и хорошо. И нет поводов для беспокойства, потому что знаете, что есть что-то большее, ну, там, Бог, допустим, да, или там общее сознание, любыми словами назвать, что есть что-то большее, которое о вас заботится. И вам как бы спокойно, легко и полная уверенность, что все будет хорошо, потому что что-то большее о вас заботится. Вот это вы чувствуете, вот эту вот заботу вот этого большего о вас. Ну вот как в примере с ребенком, да, который знает, что есть родители, они его любят, он чувствует эту любовь, и ему как бы хорошо и комфортно. И вот представьте себе, что ребенка на какой-то момент или просто разделяют с родителями. Ну, там, пускай будет техническое какое-то разделение, там в садик он пошел или еще куда-нибудь. И вот он попадает в среду, где все кругом пытаются сделать что-то свое вопреки ему. То есть он уже вот этой любви вокруг, он ее не ощущает. Он ее ощущал только с родителями, а сейчас родителей рядом нет, и весь мир вокруг враждебный. И единственное желание, которое у него есть, когда вот он попадает в враждебную среду, это вернуться к родителям, где его любят, где он может просто быть, и это уже самое большое, что он может сделать, больше ничего не надо. И вот у него появляется такая вот как бы тоска по дому, тоска по любви, тоска по родителям. Вот примерно такая же тоска, она вот присутствует у того, кто был в опыте, кто прожил опыт, кто находился в нем, и он выходит из этого опыта в личностное восприятие. Вот личностное восприятие, вот если так сравнить, это как раз вот это вот ощущение вражды вокруг, ощущение того, что все вокруг от тебя чего-то хотят, или что-то ты должен, или кто-то тебе должен, и вот это вот все, это вот как раз личностное восприятие. То есть вот ребенка оторвали от родителей, и он попал в личностное восприятие. А нахождение в опыте, это вот по этой аналогии, это когда ребенок находится у родителей в постоянной любви, заботе, ему как бы не нужно ни о чем беспокоиться. Не просто не нужно, он знает, что все его хотелки, все, что он хочет, сделают родители. И они их сделают это с удовольствием, с любовью, и сделают все, что он хочет. Вот примерно такие, вот на таком примере можно сравнить ощущения. И если, а теперь дальше. Вот представьте себе, что ребенка дали, ну, у родителей находится, вот он ощутил вот эту любовь, вот ему хорошо. И потом он вспомнил, что у него там в саду игрушка осталась какая-то. И делать нечего, его родители доводят до сада, и дальше он идет в сад за игрушкой. И вот пока он идет в сад за игрушкой, вот сам вот этот процесс, кругом есть другие дети, которые хотят от него чего-то, которые тоже хотят поиграть в эту игрушку, да, это них, но они хотят. То есть он попадает в такую как бы враждебную среду. Враждебную в том смысле не то, что его там обижают, а могут и обижать, да, а именно в том, что вокруг все заняты не тем, что его любят и о нем заботятся, а тем, что тоже что-то хотят. Правомерно или неправомерно. И вот он взял свою игрушку и опять вернулся к родителям. И ему опять хорошо. Он опять в такой любви, гармонии, в покое, все классно. А потом вспомнил, что еще одну игрушку забыл. И вот он опять пошел за своей игрушкой. И опять он попадает вот в эту вот среду. Вот программа ума или то, что происходит после пробуждения, это как раз вот эти вот игрушки, которые остались вокруг где-то, которые не дают все время быть с родителями. Все время память о том, что мне нужно пойти взять игрушку, она моя, и я хочу в нее поиграть час вместе с родителями, она у меня осталась там в саду. Вот эта вот память, она заставляет уходить от родителей вот эту вот в среду такую жесткую, враждебную в чем-то, с тем, чтобы взять эту игрушку и принести ее к родителям обратно. И вот эти выходы за игрушками, это как бы можно сказать, что это возвращение в личностное. То есть, когда мир воспринимается через личность, через раздельность. В этом состоянии вот человек пошел за игрушкой, он может вспоминать о том, как ему было хорошо там, что у него там есть родители, которые его любят, может даже другим детям рассказывать о том, что вот у меня есть родители, так здорово, так классно. И вот описывать всем, что вот он как будто бы он сейчас с родителями находится, как будто бы он сейчас вот у них. Но описание его среди сверстников в саду о том, что он находится как будто бы у родителей, оно будет немножко не то.
Потому что те, кто тоже это чувство испытывают, они будут понимать, о чем он говорит. Но будут прекрасно понимать, что сейчас он не находится у родителей, сейчас он находится среди сверстников, и сейчас он такой же, как и все они, он не у родителей. Он описывает по памяти. По памяти описывает, как ему хорошо было, когда он был с родителями. Вот это и есть личностное описание, когда человек по памяти описывает вот это вот состояние. Вот это вот, которое вроде бы как бы верно, а вроде как не совсем верно. А это такое, скажем так, короткое выпадение, да, из вот этого состояния, из состояния момента, когда в памяти оно остается, а в конкретном присутствии его нет. Но бывает и больше. Бывает, когда человек, ну, вот ребенок, да, на этом примере я буду описывать, ребенок пошел в садик, там у него игрушка, а там дети захотели поиграть, слушай, у тебя классная игрушка, захотели поиграть. Ребенок помнит, что там его ждут родители, что там у него есть любовь, бесконечная любовь, забота и благодать, да, где он абсолютно безопасен, где все хорошо. Но здесь вот интересно же поиграть в игрушки. И вот он начинает вовлекаться, начинает играть в игрушки с другими детьми. В памяти он помнит, что там хорошо. И вот он, его вот дети вокруг, все там пытаются играть, куклы, паровозики, игрушки, в общем, у кого что. И вот он начинает вовлекаться. И вот он уже здесь. Вот он уже полностью, его внимание на вот этих вот игрушках, на, ну, по-другому говоря, там, в личности, да, в личностном восприятии. А дальше ему говорят: слушай, а вот смотри, давай мы из этих игрушек домик построим. О, классно. И вот строят домик. Сегодня не успели, ну давай завтра построим. Ну давай там вот это сделаем. А давай город построим из этих игрушек. А давай вот здесь вот сделаем вот это. А вот здесь вот комнату. А вот здесь вот это вот, да. И человек постепенно втягивается в этом. Но вот в этом состоянии, когда вот он строит город, там играет, машинки, куклы, он не получает вот этого полной заботы, которая у него была у родителей. То есть у него как бы есть вокруг сверстники, вроде как бы дружат, вроде как бы нормально, но каждый из них хочет себе получить, каждый из них пытается сделать что-то свое, ну, у каждого свои планы, свои задачи, что-то такое. Где-то они дружат, где-то они соприкасаются, а где-то не соприкасаются. И вот это вот нахождение среди сверстников, это вот это вот втягивание в жизнь, втягивание в личностное. У человека при этом всегда остается память о том, если он уже тем более это испытал, о том, что есть родители, есть у меня место, есть у меня люди, которые меня бесконечно любят, беспричинно, без каких-либо с моей стороны действий, просто любят и все, потому что они родители. Но когда он находится вот в этой вот игре со сверстниками, он постепенно втягивается сюда, и чем больше он втянут в эту игру, тем больше он находится вниманием в этой игре и меньше помнит о своих родителях, о том, которые его ждут. И вот в какой-то момент его внимание настолько сильно в игре, что он почти забывает. То есть он помнит, что, ну, да, что-то такое чувство помню, да, что-то такое было. Ну, вот настолько он в игре весь. А когда он в игре, и вокруг все такие же, как он в игре, то ему не может быть комфортно. Он не может быть так тотально, такое тотальное комфортное состояние, оно отсутствует, потому что каждый в этой игре пытается получить что-то себе, ну, так же, как и он. И вот такой такой любви, тотального комфорта, тотального такого благополучия не может быть, потому что все разные и все чего-то хотят. Может быть что-то временное, но тотального быть не может. И вот человек, играя, когда вот он уже погрузился в личность, ребенок играя, он пытается на самом деле в этой игре найти вот это то тотальное благополучие, ту вот эту беспричинную, сильнейшую любовь, которая была у него у родителей. На самом деле, создавая свои вот эти вот игрушечные замки, создавая свои игрушечные города, правила, страны и прочее, он хочет только одного. Он хочет найти вот это состояние безграничной, беспричинной, полной любви, которая у него была у родителей. Но он забыл, что это состояние, оно там, вот у родителей, где он уже не ребенок, а
где он уже не личность, которая строит там замки, города там, и так далее, а где он просто ребенок, где он абсолютно в этом смысле безответственный, за него отвечают родители. И, по сути, вся жизнь, которая происходит вокруг среди людей, это поиск вот этого состояния, которое на самом деле находится не здесь, не во внешнем мире, не среди людей, как бы, да. Если я сейчас полностью аналогию вот эту вот, через аналогию рассказываю, не среди своих сверстников, а находится там, в другом месте, в принципе, в другом. Не в иллюзорных вот этих вот городах, которые человек строит, а там, за дверью детского сада, там, где ждут родители. Они ждут, они стоят и ждут, они ждут, пока ребенок поиграет. Вот там, за дверью, вообще за этим миром, можно так сказать, находятся те родители, та среда, в которой он максимально комфортный, максимальная любовь в той среде. А человек, ребенок ищет ее здесь, пытаясь ее воссоздать. Он помнит, что там у родителей была там такая-то комната, была там то-то, то-то. И он пытается здесь это смоделировать. И строит из кубиков то, что он помнит там, по памяти. И вот он построил что-то, а оно не то. Вот он смоделировал какую-то комнату, а она как-то вроде очень похожа, но любви нет. И не будет, потому что любовь там, она за пределами комнаты. Вот состояние, по этой аналогии, если состояние пробуждения, это когда человек выходит из комнаты детского сада, исходит из вот этой комнаты и возвращается туда, к родителям, возвращается в ту бесконечную, безграничную любовь, которая здесь в принципе невозможна. И человек, который, ребенок, который находится в этой состоянии любви, находится в ней всегда. Это примерно такая может быть аналогия, что он берет родителей и приводит в эту комнату. И вот родители здесь, они его смотрят, бесконечно любят, и он у них на их руках, под их надзором, он играет с другими детьми. Но он их видит, они всегда здесь. Он в любой момент может к ним вернуться. Он видит их, он чувствует эту любовь, он чувствует ее постоянно, всегда, потому что они вот здесь рядом, они смотрят. И вот это состояние, когда постоянная вот эта вот связь с родителями, постоянная связь с вот этой вот бесконечной любовью, это как раз и есть проживание в моменте одновременно и в игре с другими детьми, и одновременно с бесконечной вот этой вот радостью, любовью родителей. То есть он эту любовь, это счастье, это вот благодать, ребенок чувствует всегда, потому что вот родители, они прямо в этой комнате, вот они здесь, но в то же время он играет со сверстниками, строит какие-то замки, города, в чем-то с ними сходится, в чем-то с ними не сходится, какие-то, может, там конфликты даже возникают, но как только возникает какой-то конфликт или недопонимание, он просто поворачивает голову, видит там родителей, получает от них любовь, получает о том, что его любят независимо от того, прав он или не прав, и его любят просто как ребенка, а не как строителя, или инженер, или кто он там, менеджер, продавец, кто он, в какой там он роли, дизайнер и так далее. Его любят просто потому, что он ребенок, их родителей. И ему опять, и вот это спокойствие, оно в нем постоянно существует. Тогда у него другие дети спрашивают: слушай, а как ты вот так вот спокоен, как вот ты так вот это вот все, опиши нам. И он не может это описать, потому что там родители, его родители. И вот он про них говорит, а другие дети говорят: слушай, у нас же нет там родителей, мы-то не видим никого. Он говорит: ваши родители, они вот за дверью, вы их позовите, и все, никаких проблем не будет, все, просто сходите и позовите. Он говорит: да нет, ты что, так не, у нас, может, и нет родителей, мы даже и не знаем, мы здесь всегда, мы здесь живем. Какие родители? Да, что-то такое помним, что-то такое, то, что ты говоришь, мы помним, что нас любили, ни за что, что-то такое было. Так что у нас прям так родители повернуться, нет, это невозможно.
Это нереально. Это ты придумываешь. Ты лучше расскажи, как так получается, что ты вот вроде как бы что-то не так, и тебе сразу раз и хорошо. Почему ты все время вот как бы в таком состоянии, что тебе не бывает плохо? Ты лучше про это расскажи. А про родителей это понятно. И вот ребенок пытается объяснить, что вот родители, вот здесь все очень просто. Вот они стоят, смотрят, и я их чувствую, любовь. Вот сейчас я немножко уже увлекся, даже тема немножко другая получилась у меня. Но вот это вот то, что я описал, это примерно то, как устроен этот мир, да, то, как устроен процесс нахождения в постоянном состоянии и пробуждения, и в моменте, и в то же время нахождения в, ну, скажем так, в физическом мире, ну, я так условно говорю, в физическом мире, да, в теле, вот в этих вот ощущениях. И когда человек перестает видеть своих родителей, да, это как раз и есть, то есть он то видит, вот его показали родители и убрали. Это как раз и есть все вот эти вот методики, типа там мгновенного пробуждения, каких-то раз, два, три, и ты уже будешь в состоянии и так далее. Это как раз и есть методики, когда человека ведут, ребенка ведут, показывают ему его родителей, он вот эту любовь ощущает и отводит обратно в садик. Говорит, ну, ты ощутил, вот ты как бы испытал самадхи, вот теперь ты, значит, можешь об этом говорить, вот ты теперь просветленный. Да? Но на самом деле это просто человеку показали дорогу туда и перевели обратно в садик. И единственный вариант, который помогает человеку видеть своих родителей всегда, установить с ними вот эту вот связь, это вот эта вот память о том, что, даже не память, а это возможность видеть родителей всегда, то есть допустить их в свой вот этот мир, в свою вот эту вот жизнь. И это возможно только тогда, когда есть абсолютное доверие к родителям, и не страшно их привести в свой детский мир. Да? Вот я сейчас только на примере говорю, как бы если вот в реальность переносить, там все намного сложнее, вопросов много. Я аналогию такую провожу. Когда родители привести в свой детский мир, который тебя абсолютно всегда любит, и довериться им. И если это делать постепенно, то есть сначала родители мы там за порог, да, потом двери им открыли, потом пустили их там на стульчик рядом, потом прям совсем близко, а потом они просто стоят за тобой и тебе помогают. Вот эта вот пошаговость, вот это вот медленное приведение родителей в группу детского сада, это и есть, по сути, суть моей методики, да, или, скажем так, это мой путь, да, когда он не предполагает того, что родители периодически забирают, возвращают. Да? Но, да, в одном случае вам обещают, что вы увидите родителей прямо сейчас, вы их видите, и потом вы находитесь в такой тоске, в такой вот прям вот горечи, потому что вы их видели, родители, вы знаете, что они есть, вы знаете, как к ним прийти. Это вот такие быстрые всякие техники, практики, что вот мы сейчас у вас будет самадхи. И второй путь, о котором говорю я, ну, это мой просто путь, я другого не знаю. Это путь, когда родители постепенно, когда вы нашли родителей, и постепенно вы родителей приводите в свою вот эту группу детского сада, и они все время с вами, и вы просто их не отпускаете. А зачем? Они есть, с ними хорошо. Вот, кого заинтересовало, кто хочет вот это состояние проживать не разово, не так, что вот оно было, вот тут у меня было, там многие рассказывают, вот и начинают описывать, очень похоже описывают. И говорят, а что дальше? А дальше оно ушло, и да, было классно, но как бы вот, ну, ушло. Да? Вот есть я, ребеночек в саду, да, есть там родители, вот оно было, то есть я был с родителями, а сейчас нет, вот я помню, как оно было. И вот по памяти человек рассказывает, ребенок, и оно сходится с тем, что как будто бы родители рядом. Но на самом деле родителей нет, на самом деле он сам по себе, у него просто есть память. И вот те, кто хочет, чтобы родители не просто были разово, посмотреть, как это, а просто, чтобы они были всегда, то подписывайтесь на телеграм-канал, и там есть возможность со мной связаться. Ну, лично со мной, я готов с каждым поговорить и рассказать конкретно тебе, как в твоем конкретном случае найти, если по этой аналогии, вот этих вот родителей своих,
и чтобы они всегда были рядом, чтобы они никуда не уходили, чтобы чем дальше, тем больше любовь, тем больше ты их, тем больше было их участие в твоей жизни, а их участие в твоей жизни – это постоянная любовь, постоянное доверие, постоянное чувство комфорта, благополучия, радости и как бы абсолютно беззаботное состояние. Потому что есть родители, они взрослые, они обо всем точно позаботятся. И вот это состояние, ощущение, что есть что-то большее, что о тебе заботится, что надо просто этому довериться, и всегда можно, если что, оглянуться, да, и попросить совет. И родители его дадут бескорыстно, безвозмездно. Просто дадут, потому что они есть. И вот как прийти к этому состоянию, я каждому конкретному человеку могу помочь рассказать.